Всем привет! Это продолжение предыдущей серии, которую вы посмотрели на прошлой неделе. И она вообще изначально была большой, обо всех тачках, которые у меня есть и которые у меня были. Но мы решили ее разделить на две, чтобы вам было проще смотреть. И сегодня продолжение вы увидели уже как раз все обычные автомобили, которые могут использоваться каждый день повседневно. А сегодня мы перейдем уже к тем проектам, которые, возможно, некоторые вы даже и не видели, либо что-то пропустили. И первый из них это будет Nissan GT-R. Да, у меня есть Nissan GT-R. Он был изначально куплен на Дроме, но еще там первым владельцем. И потом у него была очень интересная история. И сейчас я ее вам подробно, постепенно расскажу. Погнали! Что, погнали? Да. Леха меня просто уговаривает уже в течение часа поехать смотреть Getter, который я привез. 2500 лошадиных сил. Он не верит, как я по Богданке буду на нем ездить. Я говорю, печки нет, Лех, мы будем ехать. Вот вечером поедем кофе пить, и мы замерзнем реально. Но, ну что, но? Хочешь? Да увидеть? надо посмотреть. Конечно, надо. А это точно 35-й GT? Это точно. Я же тебе вчера доки показал. Там нет ни одной, ни аварии, ни запрета. Один владелец. Всего один владелец у машины был. Не, поехали, посмотрим, конечно. Очень хочется посмотреть. Именно вот при свете дня хочется посмотреть. А не так, как у нас в последнее время все в потемках и да в В потемках. каком-то паркинге в темном смотрим. Надо все по-светлому делать, я согласен. Чтобы все пощупать, прямо все кнопочки, да, там все пооткрывать, позакрывать, позаводить. 35-й самый красивый, да? 35-й? Ну, из реально покупаемых машин, да. Потому что, ну, 34-й тоже красивый, но его фиг купишь. И на нем жалко ездить Мне не будет. нравится 34-й. Я не понимаю, что от него все ссутся так кипятком. Ну, потому что их мало. Да и фиг с Да ним. нет, потому что их в «Форсаже» показывали, может все быть. такие, это ж тачка Брайана. Ну, эвиков этих шестых тоже мало. Но от них так прямо не ссутся. Хотя, Ну и опять-таки, знаешь, почему еще 35-й такой популярный? Это самый доступный спорткар, можно сказать, который можно купить, и их много, есть из чего выбрать. 35-й, да. Но я считаю, что это самый красивый автомобиль. За эти, ты же сам говорил, за эти деньги можно купить Porsche 300-сильный, но это же не то. Я аж волнуюсь, сейчас Леха офигеет просто. Леха, наверное, не спал. 2500 сил. Мне интересно, каким топливом Короче, его вот он, заправлять и этот где его Getter, брать. Ну здесь не только печки нет. Ну, вообще пока ничего нет. Заднее левое крыло есть. Как бы. Узнаваемые Знакомый машины. кузов. Не, ну ты считаешь, это самый же красивый кузов, верно? Такой Я ж тебе не Ой, блин. А вот это донор для него стоит. Это реально самый быстрый ГТР, который перевернулся в Быково. Ехал 344 км в час. Самое в нем, Николай Коржова. самое в нем, что прикольно, это морда. Если ее посмотреть внимательно. А что у него на бок лонжероны Да, это съехали? ничего страшного. Вот. Вот сюда. Ну, короче, все доки есть, да? Все есть. И Коля уже приехал, мы с Колей сюда ехали. Я говорю, Коль, только, пожалуйста, не посылай меня на 3 буквы. Он приезжает, видит, говорит, да ну нахер, я хочу его сделать. Ты подожди, ты его не у Коли купил? И Коля его отдал. Ага. Когда он услышал про мою замуту, которую я хотел с черным сделать, он сразу сказал, говорит, забирай мой. Но тут родилась другая мысль сделать. Ты глянь, какие последствия. Сколько он ехал, смотри на эти дырки, протертые. Обалдеть. У него капот был стерт наполовину об асфальт. Жестко. Аж с опалиной с такой, что вот-вот должен был капот загореться. И что ты из него хочешь делать? Я хочу сделать сток. Сток. Слушай, ну здесь же много чего нет. Это надо еще один ГТР. Ну да. Я мог бы стать рекою, ведь темною водой, вечно молодой, вечно пьяный.
ща пойдем. Ну, примерно так. Там, короче, пушка вообще, да? Я видел СТС, но он целый вообще. Я вообще пытался понять, это ГТР или не ГТР. Я тоже когда подъехал. Я СТС увидел, когда синий, я сразу подумал про Коржикову тачку. Ну, я даже Субурбан покупал, когда он в лучшем состоянии был. У него был капот, он был, ну, у него все закрывалось, как-нибудь попер. У него эти самые багажники, капоты, все были, бампера, колеса. Так, ну а мы сейчас находимся возле еще одного моего автомобиля. Постоянно же пишут, у тебя есть ГТР, куча ГТРов там и каких только нету машин. Есть один ГТР, я всем отвечаю, ну как он есть? Половинка ГТРа. Мне его Коля Коржов подарил 1,5 года назад, я его сюда привез. И была вообще идея сделать из него настоящую машину. Есть основа, есть чистый ПТС. Собрать машину с помощью запчастей, либо взять какого-то донора битого, либо там горелого, либо еще что-то. В общем, я вам сейчас покажу, в каком он состоянии. Мы, наверное, с другой стороны обойдем. Тогда еще все было по-другому, и казалось, что можно за 1,5 миллиончика купить ГТР какой-нибудь, ну, неважно, без документов, с запретами, и просто перекинуть все и на эту машину и собрать из нее какого-то монстра. Сначала собрать сток, там был прописан сценарий, собрать сток, потом сделать из него там еще что-то, ну, не буду пока. Может быть, еще все это сбудется. Но потом изменилась ситуация как в стране, так и вообще и финансовая, и машин этих нету. Начали пробивать с Японии, просто без документов распил. Самый дешевый получался 3,5 миллиона, хотя, наверное, за 3 реально найти здесь уже машина будет стоять на учете, ну там с какими-то проблемами будет. 35-й ГТР, поэтому пока это все на паузе, но мы эту идею не оставляем, никуда его не деваем, хотя мне за него предлагали деньги, можно было, конечно, его продать. Но все равно жизнь не останавливается. В любом случае, я надеюсь на то, что мы будем развиваться, будет что-то меняться, и эту машину мы когда-то построим. Либо это будет под оффроуд проект, либо это будет реально гоночный стоковый автомобиль. Смотрю периодически все объявления, что у нас есть на продаже, есть в Беларуси, в России, в Японии. Возможно, что-то выскочит, будет по цене мне удобно, и мы возродим эту машину, потому что она реально легендарная. И про нее был видос, он вам всем зашел. Вы его назвали художественным, там еще каким-то, типа как фильм. Есть дрифт-фильм у Зарубина, у нас был драг-фильм. Смотрю тот видос, и хочется его все-таки вернуть. Вот так вот. Мажорский ГТР у меня тоже есть. Что, поедем дальше следующие машины смотреть? Их же там еще много осталось, целых 2 или 3. А теперь мы переходим к самой утилитарной технике, которая мне принадлежит. Вот это... нет, это не он. Мы приехали, в общем, на базу. Я хочу вам продемонстрировать все, что у нас сейчас есть на канале, все наши активы. И у нас есть ЗИЛ, про который многие забыли и думают, что мы его где-то продали, дели, там, распилили. На самом деле нет, он у нас стоит всегда на месте, всегда обслуженный. И сейчас вы увидите, как он обслужен. На нем кататься нужно в каких-то определенных условиях, которых, ну, практически в Белгороде не бывает. Они бывают либо там ранней весной, когда снег растаял, да, вся эта чача размывается. Ну, типа как сейчас, но в этом году, кстати, зима была бесснежная. Либо глубокой осенью, все. Других сценариев его использования нет. Хотя, в принципе, в том году мы ездили с Хаммером, с лимузином, да, и там было прикольно покататься в гору, когда Паша там как-то на понижайке каким-то чудом заехал там на эти буераки. В общем, история этого ЗИЛа такова. Я пытался в серии, где мы показывали, как мы его забирали в Анапе, донести до зрителей тоненько, так как мы его вообще получили. Мне его подарил очень хороший человек. Это наш подписчик, это достаточно взрослый, состоявшийся человек. Он просил его не показывать, не говорить о нем, в принципе. Но я сейчас просто раскрою уже такие подробности. И он когда-то мне написал, потом мы с ним созвонились, познакомились, задружились. И говорит, приезжайте за машиной, мы приехали.
Он нас разместил в Анапе, мы там пожили, переночевали, забрали этот ЗИЛ. Я был удивлен, и так же, как и мои друзья, которые офигели от его состояния, от того, сколько было труда и вложено, и каких-то моментов, да, таких ЗИЛов практически нету. И мне, кстати, его предлагали ровно год назад продать здесь, в Белгороде, на одну компанию. И давали за него хорошие деньги, я отказался, потому что, ну, все-таки эта машина — это подарок, и он должен радовать и вас, и меня, и в том числе и его бывший владелец должен тоже смотреть на него, как мы на нем ездим. Поэтому куда бы я ни поехал, я буду его все равно с собой как-то перевозить. Это будет машина со мной, наверное, навеки, если ее никто у меня не отберет и что-то не случится. Корабли постоянно и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода. Он реально тащит, он говорит там типа жми, не бойся, надо просто привыкнуть, какие передачи, в какое время. Первое вообще настолько пониженное, что это надо пробовать. Я не знаю, он прямо вот раз поехал. Ощущение, что в песке он сейчас зароется, да, провалится всем весом, а он едет. И полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кажется, это не работает. кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, а себе. Лех, иди сам су делай. Сам все. Уже все готово, сам су. Ахуала, креветки, маленькие такие креветки, как семечки. Пойдем. Сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Вот, сейчас мы приехали, он простоял у нас с прошлого года. Мы зимой пытались его перегнать с базы, где он хранится, на другую, где Никита сможет им заниматься полноценно, потому что он все-таки у нас дальнобойщик, у него есть возможность чинить каждый день, там, обслуживать автомобили. Мы решили к нему на базу перегнать, но нам не удалось его завести, хотя там 2 аккумулятора стояло у него таких вот огромных. Ничего не удалось, никаких ни пускачей, ничего. Сейчас мы взяли с гелика, с моего, с белого аккумулятор, привезли, будем пытаться его реанимировать. Колеса уже все спустились, зимы не было, мы не катались, грязи не было. Заведем, поедем его полностью, сделаем ему, так сказать, инспекцию всех его агрегатов, поменяем воду в мостах, ну я шучу, поменяем масла, там что надо, фильтра салонные. И если будет какая-то погода хорошая, то значит выезжаем и начинаем дуплить. ЗИЛ на месте, не переживайте, никуда он не денется. Пойдемте посмотрим, что с ним. Надо масло быстро поменять в мостах, в раздатке, везде. Надо, что там, лебедку посмотреть. Сейчас быстро постираем кевлар, трос. Ну, колеса само собой накачаем. И прям, все. Сразу его будем засаживать. У нас забор воздуха выведен аж туда наверх. Будем по зеркала его садить и все. И скинем геолокацию, где он стоит. Приезжайте, забирайте. Или живите, или забирайте. Ключи не можем найти. Потом аккум у него один родной мертвый, 2 банки только живые. А второй аккум сейчас всего держит 6 ампер. Подаем на него максималку.
Короче, жопа полная. Ты встрял, я встрял, Вадим. Саш, не работает дверь. Нет. Как его заводить? Этот дождевик. Вошер всегда с нами. Лежит тут. Вот. Так, там Серега ждет, чтобы вы заводились. А я ехал. Бреды на месте. Все, Ты порядок. вообще молодец. Ключи потерял. Еще выстужает 5 минут. Да что ты у него колеса прогнулись? Подожди, мы же можем подключить геликовский сюда. Ну, один, да. Да, и все. Второй для объема будет лучше. Плюс-минус. Ну да, но второй Ну, дохлый. да. Все смотрят. Как там, воскрешители машин, оживление мертвеца. Осталось ключ зажигания найти, подключить, накинуть, накачать топливо, но если там есть вообще. Сколько он стоял? Вот. Мертвец стоял год, бенз чуть-чуть есть. Давай. Это еще то, что Паша отсасывал. Паша, да. Не-не-не, полоскай его. Да. Это шланг Во-во-во. перекрыл шланг. Есть ключ. Запускай. Это от твоего прошлого. Глаза под лоб. В автомате проверил масло. Я даже в мостах проверил масло. Так, есть. Сейчас. Есть, а может и нет. Ключ у нас свой подошел. Вроде. Блин. Этот. Вода нужна. Хоть вода, хоть что. Давай зальем. Тосо. В радиатор он сухой. Вообще там паутина. Давай, пробуй. Все, не газуй. Клеем, да, масло. Главное подходить всегда с умом к такой технике и с прямыми руками. Ни один Range Rover бы не завелся, если бы год так стоял, да, Серег? Ну, если все работает нормально, почему? А точно краны все закрыты, никто не сливал? Да нет, я думаю, что воду ж не доливали. Он на антифризе всегда был. А, подожди, на антифризе или на тосоле? Ну, какая разница? Большая. Нет, какая, конечно. Большая. В любом Он случае, свернется. слышишь, давай догоним его и сольем Тосол все. это вообще-то советское название охлаждающей жидкости Да, но антифриза. только по химическому составу это две разные Ну жидкости. понятно, что ты не будешь себе в гелик лить тосол. Я себе гелика покупать не буду. Слушай, я думал, у нас будет оживление. Там Аккуратнее, часа два. на мину тут не наступит. Да я уже туда смотрю. Вадим уже подзорвался чуть-чуть. На собачьих минах. Так, что мы надуемся, потом потихоньку с этим аккумом туда подъедем, да, и старый добавим аккум, правильно? Да. Я пускаю мотор, Сейчас, подожди, не запускай. а то, может, ты зря начал закрывать, может, еще надо будет пшикать. Давайте сегодня творческое задание отснять так, чтобы людям хотелось купить вот этот туалет. Запускай. Марк, включи. Пошел воздух, все качает. Можешь приборы красиво снять, чтобы хотелось их купить?
Стача, стача, трос. Что подсказывать все надо. Ну, исправляй. Колеса заквадратились. Снаружи видно, как он прыгает, как это новый ГЛС мать. Может, со мной поедет? Да ну, я там вытряс. Да хоть, блин, мужиком чуть-чуть побудь. Ну хватит вот это вот розовопопким быть джипером. Привык там у Миши на заднем сиденье греться. Да, поехали нормально прокатить. Что у нас путь 60 километров ехать. Так, что куртку расстегивать, чтобы пузо вылез. Пузатый очкарик сегодня на зелдончике гоняет. Катаю детишек сегодня. Аттракцион. Вадим, кстати, 18, когда было? Получается, 6 лет назад. Да. Ну. Блин. Ну вот прокатишь на нормальной мужской тачке, а то привык вот эти жиги-дрыги для подростков. Говорю, Для зумеров. Говорю, Вадим, давай организуем, я на Жиге на семере подъеду, а ты соберешь вашу банду, вы же там весь Инстаграм забили видосиками, как вы там дрифтите на кольце. А они что делают? Берут канистры, привозят на кольцо и разливают воду, и там дрифтят, типа, ну, с реграцией, с гочами. Они там как-то роли распределяют, кто есть кто. А я говорю, давайте я на Жиге приеду, мы хоть там что-то пообщаемся, мнениями обменяемся, там пацаны подрифтят, может, подснимем. Нет, говорит, неинтересно нам. Видимо, уже дошли до такого высокого уровня, что как вот как Цареградцев Аркадий, да, но у него плотный график, ему некогда. Так и этим пацанам. Вот, а я хотел вам показать, как белгородцы катаются. Все-таки, что у нас есть, это субкультура жигулевская, да, эти, боевая классика, правильно, да? Ну да, ну. Вот, и, к сожалению, придется нам в Воронеж ехать, там пацаны как бы отзывчивые, нормальные, нет, покажут. Вот, и поэтому сегодня Вадима катаем на зелдончике, чтобы хоть немножко понимал разницу, да, что есть разные машины, есть разный уровень, разные люди. Нормально? Отлично. Тепло, хорошо, высоко, а ты там в своей Жиге сидишь внизу вот так вот. Я просто высоты боюсь. Ты не можешь сконцентрироваться на Жиге, на вождении, знаешь почему? Почему? Потому что у тебя глаза все время выискивают ДПСников. Это точно. Ты не можешь свободно дать пятака там через две сплошные. Не бойся. Да капец, тут трясет, я еле держу камеру. Трясло чуть пораньше. Когда у него все вот 6 колес встают в один резонанс вот, свои, они же прогнулись, получается, пока стояли, а квадратик так вот. И там еще что-то гремит. О, мой мост. Мой мозг. Мост. Я тебе скажу, столько радости и эмоций мало тачек дает. Да, вот эти дорогие по 10 миллионов. Ну, блин, ну Audi там, ну 8, ну Cayenne. Вот, блин, прикольно, реально, вот улыбка сама естественная, ты не придумываешь ничего, да? Ну сядешь ты в Cayenne Turbo S, ну прикольно, и все, наверное. Что делать будем? Продавать Теслы, гелики? И закупать грузовики. Разговики. Прикинь, БелАЗа взять на оффроуд, поехать по маршруту. Да какой должен быть для нее? Ух, капец. Это только начало, Вадим. Не, они разомнутся, колеса разомнутся, пока доедет. Цепа чуть буксует, отсырела, наверное. А
может масло где-то. А у нас и на последней покатушке она буксовала. Она как было, мы пока едем до покатушки, буксует, потом успокаивается. Потом зацеп появляется и сцепление. Вот так вот, Вадим. Здесь вот где-то остановишь, чтобы мост вытащить. Онлайн доставка дрифтовых мостов на Аджаке. Озон, Wildberries везде доступно по промокоду менеджера Антона Фроу. Не, менеджер Антон Зил. И осыпалась кора, значит кончилась игра. Гибралтар, Лабрадор, из трубы свисает мотор. Лабрадор. Ты меня солидно смотришь, знаешь? Лучше, чем в Мерседесе, да? Однозначно, он серьезнее, чем гелик. Лучше, чем в гелике, в GL, поэтому. Авторитетный. Ну, тут, конечно, поспорить. но- Лучше, чем комбат Крю. Однозначно. Что я даже на тоне. Мария, блин, начал облупляться, на солнце стоял. Уже весь был в керамике. Керамики. Да. А, ты ж не ездил его забирать, он вообще сиял. Если бы не ударили, он бы не облуплялся. Решетка облезла, была покрашена. Ее перед зимой не сняли. Вот это вот обидно. Трос за зиму мог это. Кто ж знал, что он будет всю зиму стоять? Я знал. Зная тебя, я знал. И ты спокойно Допустил. парился в баньке всю зиму, проливался алкогольными спиртными напитками и не заботился о машине. А ты чему? Вот с кем поведешься, того и наберешься. Если ты не научил. Я в командировках все время, мне некогда. Как ты мне рассказывал? Что ты говоришь, тебе наболтать что-нибудь? Записка сумасшедшего? Словесного поноса еще. И Ну просто что? от себятины. Добро пожаловать в новую гавань. Поближе будет, конечно. Ковыряться с ним. Сделаем ревизию. Масла, фильтра. Салоник, Ну, конечно. керамика, Керамика, бронепленка. покраска. Ну что, в среднем мосту надо в первую очередь заглянуть. Вода сочилась после последнего провода оттуда. Куда она сочилась? Не знаю, со среднего моста. Просто откуда-то сочилась. Не, ну с редуктора сочилась. Не, ну конечно, откуда еще может сочиться, с покрышки? Ну, Никита еще, когда мы ехали, мне по секрету шепнул, что у него есть кое-какие планы на него. да. Я уже заказал резину. На Авито выставить? Да. По запчастям. Не, у него планы в следующий раз приехать к Ермаку и разуть его УАЗик. Вова, мы тебя ждем. Ты ж кинул нам клич. Готовим по Бери чуть. своего Range Rover, бери Эльмара на Range Rover и приезжай, будем рубиться нормально. Ну, у нас есть маршруты как раз для ваших машин. По нему задираете и пошли. Пусть хоть на Range Rover приезжают, пусть хоть. Пусть хоть массажные кресла привозят с Да, собой. да. Бери, что там, Нива у тебя, Володь, УАЗик. Бери вообще любую технику, волоки сюда. У нас есть где ее оставить здесь. Потому мы что сейчас с Никитой составляем список, что нам надо. Я все покупаю как бы. Антифризы, масла. Масло надо менять в моторе 100%. его, во-первых, отмыть надо, мотор, мосты. Да. Приводим в порядок салон. Когда сможешь, то набери мне, я подскочу. Как раз может подсохнуть, чтобы не в сапогах. А мы его загоним в гараж. Да? Там будем делать. Очень Конечно. супер. 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин, красная. Так, ну а что, нам же надо показать дальше еще, что у нас есть, да, какая техника. Добрались до самого интересного и актуального, наверное. Ну, для кого-то, наверное. Судя по комментариям, эти проекты очень интересны всем, они у нас есть. Они покупались, когда, год назад? Да, год назад покупались. Одна строилась месяц, другая строилась год. Та, которая за месяц построилась, бюджет был всего там 1120, наверное, на все вместе с донором. А вторая была построена, я сбился со счета, где-то 600, по-моему, уже перевалило. 600 плюс. С покупкой?
Нет, это только по запчастям. Наверное, по запчастям. Ну а сейчас мы добрались до самого интересного. Это те самые две Жиги, которые мы купили на Дроме в прошлом году. Одна из них у нас будет быстрая, вернее, она уже быстрая, а другая полноприводная, внедорожная, которая, кстати, в некоторых сериях у нас даже проезжал очень хорошо Нивы. И я вам скажу так, что я часто пользуюсь фишкой Дрома, это подписки, я, то есть получаю уведомления о новых объявлениях, на которые я подписан по разным параметрам. То есть если ты спортивный автомобиль, значит спортивный, если внедорожники или там полноприводные разные чудеса, тоже также подписан. То есть у меня там несколько есть подборок, есть несколько поисков. И еще я смотрю всегда на объявления, где есть отметка от собственника. Собственник, если продает, с ним можно поговорить, узнать более детально об автомобиле, который он продает, а не так, что бывает, да, человек, которому нужно побыстрее спихнуть какой-то вариант, и от него там особо никакой информации полезной не добьешься. Вот, давайте просто сейчас посмотрим, какой выбор на Дроме автомобилей. Переходим на Дром, у меня здесь есть подписки, вы видите, ну, я, спалил, конечно, варианты, которые я смотрю, постоянно мониторю. Полный привод автомобилей, быстрый, от 280 лошадиных сил, это вот Эвики, Субарики, Ауди, ну и прочее, я уже все не буду, конечно, вам раскрывать. Мне что нравится, на Дроме просто огромный выбор тачек, вы сами это все видите. О, вот Субарик интересный, уже в свежем кузове, может быть, нам надо будет взять. Что хорошо, на Дроме можно всегда взять отчет, чтобы не нарваться на какой-то неликвид, машину проверить, знать, что ты покупаешь. Ну, Субарик вообще четкий. Да тут, конечно, полно вариантов. А что делать надо? Как они вообще на них ездят? Я не понимаю. Вадим просто дрочит на эту технику. Ну, руль крутишь, педали жмешь, все. Быстрее, 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 пока не все. Нихера себе. А вы именно по этой трассе все тестируете? Да. Тебе надо шлем. 100-метровка. Типа стик. Газу, газу. Рычаг ушел куда-то сюда, блядь, на третью. Третью куда-то. Ты его прожал, блядь. Она куда-то мимо получается. А, вот оно что. О, нормально. А я еще не пойму, что это. Давай, боком. А как у меня рычага нет, я не знаю. Дай сюда, давай, боком. Давай, давай, раздувай, раздувай. Да, Да раздувай. Я не могу, блядь, переключаться, у меня вся рука в солидоле. Ты ж любишь со смазочкой, блядь. Так, надо ее На. чинить. Ты умеешь чинить? Вот Ну, это. вставь на место просто. Подожди, она тут как прикручивается? Да никак она не прикрутится, просто ее надень и все. Блин. Ты ну это, просто вперед толкай, а не вверх. А машина просто. Мы так долбили, что у нас рычаг коробки оторвался на ходу. А я еще не пойму, куда он туда ушел, далеко в Крепеницу. Так, вроде моща есть. Между приключениями большая. Отвалилась, по-моему, блядь. Вот она стоит, красотка, блядь. All the time, my baby, you on my mind, and I don't know why, yeah, but the feeling is fine. Can't you see, yeah, honey, you are for me, oh, we were meant to be. Год назад я придумал поехать в город Тольятти, в Самару, к Ярославу, моему другу, тебе, кстати, огромный привет, и купить две Жиги. Там были, если вы помните видос, я добавлю сюда ссылочку, восстановленные или новые, классика, и меня это очень сильно удивило, и мы реально приехали с пацанами, с Капуном, там, с Вадимом, и зашли в ангар, и реально стоят, как в автосалоне, новые четверки, пятерки, шестерки, там даже АК была новая. В чем прикол? Просто многие думают, что новые, они же говорят, что есть реставрированные, есть минимальный пробег.
Глянь, туда вот Every girl in the world with the whips, chains on the bed frames. Every girl in the world with the whips, chains on the bed frames. Ну, потом мы, когда уже разобрались с этой ситуацией, мы поняли, что это просто восстановленные старые машины, потому что мы пробивали их ВИН-коды и находили эти машины с пробегами сумасшедшими, там, с гнилыми крыльями. И не стали мы там ничего покупать, хотя была идея купить 2 белых семерочки, прямо вот новеньких, и приехать домой. Даже если бы они, возможно, были бы там, ну, 3-летки, да, и сделанные там, я не знаю, там под новые, в принципе, ничего страшного не было. Но когда мы поняли, что это реально хлам восстановленный, мы отказались от этой идеи и вернулись домой. И потом нашли вот эту сначала, это проект был сделан под полный привод, то есть мы купили семерку в достаточно хорошем состоянии, купили Ниву длиннобазную, 3-дверку, и из 2 машин нам ребята с Бобрава, это вот багисты, которых вы все прекрасно знаете, они нам собрали этот проект буквально за месяц. Он нам вышел в 220-230 тысяч рублей вместе с машиной. Это второй проект, который задумывался как под 700 сил, он и был собран под 700 сил мотор, сразу с запасом по надежности. Вот. Но пока мы туда дунули 400, турбинка стоит небольшая, туда 0,5, но можно поставить что-то побольше и поедет гораздо интереснее. Но пока я что-то не вижу этого результата, пока что-то не получается, что-то у нас не складывается, все это очень сильно затягивается, не хватает запчастей, не хватает времени, много чего не хватает, иногда даже желания нету. И вот уже 2-й год пошел, но возможно мы ее достроим и покажем какие-то крутые результаты. Сейчас я прокатился, да, когда она уходит на буст, это просто невероятно круто, там вот конкуренты газуют. Невероятно крутые ощущения, но опять же потом попадаешь в турбояму, когда переключаешься на следующую передачу и ждешь следующего прихода. Поэтому я думаю, что нужно ее отстраивать, она пока сыровата. Сыроватый асфальт перед ней тоже, как вы видите, да, вентиляторы сейчас не сработали, что-то полилось. Рычаг там на балдашник коробки слетел. В принципе, все. Больше у меня нет для вас никаких машин. Вы, наверное, там ждали, гараж Шейха, там полно тачек, стоят они все, и я там хожу, как многие блогеры показывают. Нет такого ничего. Хотя нет. Одна машинка есть, но мы ее не будем показывать. А Вадим сам удивился сейчас. Infiniti. Infiniti. Ну, я просто не считаю ее как бы своей прямо там машиной, потому что это проходной вариант, он был куплен для эксперимента. Эксперименты будем продолжать, будем брать какие-то варианты, там, проходить путь перекупов, можно так сказать. Ну как, не перекупов. Вот я тоже смотрю на ютубе полно проектов, когда говорят, вот у нас там проект «Операция Феррари». Ну понятно, у Жекича все, без вопросов, крутяк просто все получилось. Все начали брать с него пример. И таких проектов, там, «Операция Мазерати», «Операция Порше», «Операция Шелби», там, кто во что гораздо. И все пытаются все это повторить. Но это так жалко сейчас смотрится, и никто не может, вернее, начать все могут, ну потому что начать-то проще всего взять какую-нибудь доходягу за 50-100 тысяч. Или там несколько солярисов с-под такси. Это может, в принципе, любой блогер. А вот дойти как Жекич, да, уже не хватает сил ни у кого. Поэтому все эти проекты мертворожденные. Что там, Вадим? Что там, Вадим? Происходит, колесо отрывается, они ездят, вот регулируют. Не, а серьезно, что? Долго делать? Значит, пружины вот эти, чтобы пообрезали, я вам объясняю, тормозная система неэффективна у вас будет. Первое. Второе, значит, у вас сейчас вот этими машинами, значит, вы нарушаете федеральный закон. Для пацана надо АвтоВАЗ Лада, для стариков подавай Land Cruiser Prado. В кармане нету клада, в салоне нету гада, как нету хапа, тут один по спортику, ребята. Для пацана надо АвтоВАЗ Лада, для стариков подавай Land Cruiser Prado. В кармане нету клада, в салоне нету гада, как нету хапа, тут один по спортику, ребята. Соберемся с пацанами, время потратим, в таче на даче на хате, и будет правильно. Заварим чайку, сварим парочку идеек, день поменяет ночью, мы дороги встретим. Мотора не на пол, наш не Land Cruiser Prado, но правда проник
проникает через парадные сабы. Сковали киловатты, махнуть бы в Доминикану, но намекает мигалки, что мы в России, мать его. Что по купюрам наклада, не по карману. Нам прикладом лупит пара капель по капоту в припадке. Паркетник пролетел, а мы возле магазина притормозили, в баке кипит пара капель бензина. Боже упаси нас от красной нечистой силы. Мы же не под сальвой, не под наплывом синьки. Размеренный пульс, а в груди ядерная зима. Перезимуем опять и опять нога давит газ. Для пацана надо АвтоВАЗ, Лада. Для стариков подавай Land Cruiser Prado. В кармане нету клада, в салоне нету гада. Как нету хапа, тут один по спортику, ребята. Для пацана надо АвтоВАЗ, Лада. Для стариков подавай Land Cruiser Prado. В кармане нету клада, в салоне нету гада. Как нету хапа, тут один по спортику, ребята. Небольшой участок занимает маленький сити. Не Стивен Спилберг, но сюжеты развиваю сильно. От синьки не подохну, как от взрыва Фукусима. Насильно мил не будешь, так что не проси меня. Пацаны из антресоли, будто свои в магнитоле. Но то ли методика не та, то ли трек на повторе. О караване в потоке рваном, в ритме нирваны. Вечером бликами фаров сгонят сумраки квартала. Низкие частоты, под басом позади басота. По составу свои проверенные, стопудово. Мимо пролетела молодая дама на инфине. Ну по-любому не насосала. Антон, ты теперь в боевой классике? Ну, побывал на мероприятии. Ты же обещал, что соберешь 50 машин. Ну, никто не согласился со мной кататься. Ну, у людей, видишь, другие есть дела какие-то важные. Пацаны приехали, отдолбили. Я почему-то думал, что этим все закончится, потому что реально уже был просто переизбыток этого дрифта, и можно было, как обычно, я часто говорю, да, я повторяюсь, вовремя остановиться. О, это наша банда, да? Это мой кореш. Как нету хапа, тут одни по спортику, ребята. Арку за арку. Давайте, помогите поднять. А что ты сразу застеснялся? Ну, у меня, я всегда привык там, с той стороны быть, где ты, а не вот здесь. А хотел бы быть перед экраном, кстати? Конечно. А Надо тренироваться. Тренироваться что? Ну, разговаривать, пойти на какие-нибудь курсы речи, там, ораторского искусства. Так мы тебе телесуфлер купим и все, и будет фигачить. У нас есть, он небольшой. Но мы же им не пользуемся. Вот пыль с него стереть и пусть вовсю работать. Слушай, вот я решил дозаписать этот видос, потому что мы все постоянно на экране, все о нас практически знают, то, что мы показываем. А про тебя вообще никто ничего не знает. Ты вот, я так понимаю, хотел рассказать что-то про «Жигули», про свою любовь, вообще чем ты увлекаешься, сколько у тебя тачек? Ну, тачки у меня две, это моя зимняя игрушка, получается шестерка 98-го года. Взял я ее за 60 тысяч в таком вот виде. Там только на борту надпись сделал и губу поменял, которую уже и разбил. А что эта надпись означает? Это такой у нас мини-клуб пацанский на Некруха. Вот, тут тоже. Это объединение пацанов, которые ездят на таких вот развалюхах. Ну, а нет вот желания купить что-то вот, посовременнее, чтобы не ломалось, там, потому что смотришь твой инстаграм, у тебя вот каждый день какие-то ремонты. Ну а что мне еще делать? Пока мы катаемся на выходных, я занят. А среди недели что мне делать? Поэтому я и ремонтирую свои тачки. Заниматься там, я тебе всегда могу найти какое-нибудь занятие. Нет, хочется, понятное дело хочется. Но то, что я хочу себе из новых автомобилей, это пока что овердорого. Как минимум там М3 Е92 очень хочется. Ну а пока твоя страсть это Жиги, да? Ну, Жиги и BMW моя 46-я, которую я строю для низкой езды, а не для быстрой. Это у меня как бы гонка. Если так можно назвать. То есть, если ты на канале бы снимался, то ты бы, наверное, на чем гонял? На BMW. На какой? Я что-то нерешительно, потому что хотел сказать на BMW по-любому. Я просто не нерешительно, просто такие глупые вопросы. На чем бы я гонял? В смысле, конечно, глупый? BMW. Может быть, ты конечно, RS3 BMW. хочешь себе на третьем стейдже? RS3? Ну, просто об этом не говоришь, потому что стесняешься этого. Мои влажные мечты? Ну да. Не, BMW, конечно. Для гонок BMW, для оффроуда нет. Я последние, сколько у нас, 3 выпуска, где приезжали BMW, понял, что для оффроуда вообще ее нельзя брать. Ну не расстроился? Все, что они по оффроуду не едут? Да. Нет. Потому что мы короли прямых дорог. Ну понятно. Ну ладно, на, дальше снимай.
на Дроме самые подробные отчеты об истории авто. Дром спасает от покупки неликвидных автомобилей, поэтому я тебе рекомендую прямо сейчас за машиной иди на Дром. Ссылка на скачивание будет в описании к этому видосу. А мы что, катаемся, кайфуем. Поэтому вот такой у нас подыток. Всем хорошего вечера. Тачек для вас у меня больше нет, все закончились, но обязательно будем новые покупать, будем пробовать. Есть новые задумки, есть проекты, обязательно. Рук никто не складывает, как я там читал в телеге от одного блогера, который говорит, да вот, все руки там повесили. Никто ничего не вешает. Наоборот, полно идей, которые нас заряжают, которые мы постоянно обсуждаем, мы прямо горим ими, и мы хотим быстрее их реализовать. И для этого все возможности, в принципе, у нас есть. Так что, пацаны, все будет окей. Всем хорошего вечера, пока.